Всем привет, с вами Дэн. Был в гостях у Best Watch и отобрал сразу 6 интересных новинок 2025 года от Seagull. И давайте про них сегодня и поговорим. И начнем мы, пожалуй, вот с этой новиночки в линейке Seagull Business. Как мне кажется, максимально универсальная модель, которую можно носить явно на каждый день, такая повседневная. Какой шикарный браслет. Очень мягкий, очень гибкий, тонкий, нежный. Уф, шикарно. Такая вот своего рода альтернатива винтажным моделям Rolex, Tudor. Супер классно. Так, давайте красавцев подзаведем. У них есть дата, и здесь день недели, серебристый циферблат. Прямо на циферблате указано, что Made in China. Калибр внутри ST2100, 28 камней, 28800 полуколебаний в час. Лучистый циферблат. Монетка у нас здесь по безелю. Очень красиво. Стилистика 70-х. Исполнение 2025 года. Сапфир, водозащита 100 метров. То есть можно плавать, можно даже не глубоко нырять. 38 мм по диаметру, высота 13 мм. И это универсал. Эта модель меня заинтересовала тем, что это вот прям такой, знаете, когда вам нравится винтажная стилистика, современное качество исполнения и часы, которые можно использовать на каждый день. Ну, здесь вот это самое то. То есть водозащита, сапфир, механизм, здесь все шикарно, все классно. И они очень приятно исполнены. Вот на них смотришь и ты думаешь, да, эта модель вполне могла быть винтажиком из 70-х годов, но при этом посмотрите, какое качество исполнения. Здесь просто бомбяу. Очень вкусно сделали они, конечно. Ну, Seagull умеет, и другого мы от него не ждем. И просто такие восхитительный браслет. Задняя крышка прозрачная, механизм красиво декорирован. Здорово. Лучистый цифер и тонкие накладные метки. Когда-то у меня были зениты 80-х годов, кварцевая версия, такой винтажик, а эта модель вот очень похожа по стилистике на как раз таки вот середину 70-х, начало 80-х. И как же здесь классно все сделано, с каким же вкусом. То есть как будто бы ты смотришь на винтаж, но он чувствуется, он ощущается по качеству, по исполнению, по визуализации, как абсолютно современные часы, сделанные как раз таки вот сейчас по современным стандартам качества. Ох, бомбическая модель, очень нравится, рекомендую в любых цветах. В серебристом максимально такая сдержанная. Об этих часах, конечно, можно говорить бесконечно. Это Seagull Sorum Terms. Сложная астрономическая композиция циферблата. Здесь очень насыщенная, крайне богатая графика, многослойные часы. Это причем механика. Основа дизайна – это древняя китайская система сезонного календаря из 24 солнечных терминов. Кстати говоря, наследие ЮНЕСКО. И при этом циферблат собран как астрономическая карта. Здесь 24 солнечных термина, 28 лунных домов, 12 животных восточного цикла, центральное звездное поле. И здесь есть вращающийся диск большой медведицы, который делает оборот за год и может использоваться вместе с компасом. Это просто бомбическая, крышесносная модель абсолютно. При том, что Seagull продает ее за крайне-крайне адекватные, очень небольшие деньги для такого уровня часов. Механизм здесь ST2150, 40 часов запас хода, 42 мм по диаметру, сталь 316L, сапфировое стекло, прозрачная задняя крышка. И здесь, конечно же, эта модель с идеей. Не универсальные часы на каждый день. Их, конечно, можно использовать хоть каждый день, но вы понимаете, здесь идея, здесь вариант необычные часы с историей, часы со смыслом, часы с именно вот китайскими такими акцентами, когда подход именно вот не только функция часов, но через культуру и через ее смысл. Очень сложные, очень необычные, очень перегруженные, максимально, я бы сказал, перегруженные часы, но они просто потрясающие. Такой уровень
сложности за эти деньги вам, ну, наверное, никто сейчас не предоставит. Китайцы могут. Китайцы, я бы сказал так, забавляются тем, что они могут предоставлять просто потрясающее качество и усложнения за небольшие деньги, просто потому что им это доступно, они могут это делать. Здесь шикарное качество отделки, сатинирование, зеркальная полировка, такой толстый безель. Для этих часов, конечно же, нужно разбираться в Китае, в китайском мировоззрении, мироздании. Но при этом мне кажется, что эта модель, она универсальная. Она и для фанатов часов, она и для фанатов Китая, Востока, и она для фанатов астрономии. Корпус 43 мм, высота 13,5 мм, так что на моем запястье 18,5 мм. Ну, они достаточно крупные, но это не костюмник, это не повседневник, это часы мировоззрения. Это часы для коллекции, для подарка или часы, если вы понимаете, что вы покупаете. Шикарная модель, конечно же, мне кажется, в любой подборке Seagull просто обязательно должна присутствовать. А как вам эта новиночка? Здесь Ocean Star на механике, здесь ST-19, легендарный культовый калибр невероятной красоты. Ой, это прелесть. И в этой визуализации здесь уже не связано, да, вот там 1963 модель там с историей. Здесь по-другому она выглядит, очень китайские часы, но при этом максимально универсальные. И здесь один из самых доступных в мире механических хронографов, если не самый доступный. Синий циферблат, очень красивый, сложный, с двумя субциферблатами, с секундным и минутным счетчиком. Шикарное качество отделки. Здесь сатинирование по корпусу, тонкая часть. Да, он такой трехобъемник. Высокий рант, высокое купольное стекло сапфировое. Центральная часть достаточно узкая, по меркам 60-х годов самое то. И пухлая задняя крышка. Водозащита 150 метров. Диаметр корпуса, причем всего 40 мм, высота 15,5, сталь 316L, люминофор на метках и стрелках, ну и вот на моем запястье 18,5, ну самое то, а. Красавчик, просто красавчик, очень красивый. Вариант, рисовый браслет, в комплекте есть еще натовский ремешок. Ну, короче, Seagull в этой версии дает очень интересные часы. И знаете, если вам немножко вот поднадоели винтажные Seagull хронографы, это стилизация вот этой вот, да, 1963, то это тот самый вариант. Он новый, он свежий, он по-другому выглядит, по-другому считывается. При этом это тот же самый винтажный корпус с такими достаточно широкими ушками. Очень приятно. Вариант, как мне кажется, просто пушечный. Ну что же, винтаж. Винтаж, Seagull винтаж и в самой такой, что и ни на есть винтажной версии телевизор. Я себе выбрал с версией небесным синим, а это версия золотистый корпус и телевизор на циферблате. Ну прям самая такая убойная модель. Ширина корпуса здесь 35,5 мм, и это то, что нужно. 12 мм по высоте, слушайте, шикарный размер, прям вот то, что нужно. Знаете, не 40, не 45, не 50, а вот то, что надо, именно к квадратным часам, винтажному телевизору, и Seagull это сделал. Seagull умеет делать, Seagull делает все правильно. У них высочайшее качество отделки, у них классные пропорции, они сделаны по современным стандартам качества, но при этом они абсолютно винтажные. Это просто бомбяу. Seagull, конечно, нас приучил, что в последние годы они продвинулись в плане дизайна невероятно. Но при этом они стали делать еще и классный, вполне себе европейский дизайн. И это здорово. Винтажная линейка просто пушка, телевизоры эти бомбические. Понятно, что кто-то выберет базовый телевизор, кто-то выберет именно вот такой вот, прям самый необычный, который очень сильно будет заметен на запястье. Мне кажется, Seagull, конечно, в этой линейке делает какие-то невероятные вещи и делает их очень и очень здорово. И, конечно же, классно. Говоря про Seagull, нельзя не показать и женскую модель, и здесь потрясающе классные часы, у которых корпус и крепление ремешка
переносит нас, знаете, куда-то вот в прошлое столетие, в его начало, когда были еще карманные часы, и из карманных часов делали наручные. Здесь очень-очень аккуратная модель, прям максимально женственная, с перламутровым, красивым, густым, таким прям морским циферблатом. Очень красиво, очень дорого, невероятно сделано. И еще и посмотрите, да, как красиво идет у нас здесь. Камни по циферблату, стрелки, все элегантно, максимально. 38 мм по диаметру, высота 12, небольшие. Внутри у нас Seagal ST2130, 42 часа запас хода. Водозащита, кстати, 50 метров, так что можно руки помыть и под дождь попасть. Плюс здесь сапфировое стекло. Посмотрите, какой классный ремешок, отлично сочетается с циферблатом. Застежка раскладывающаяся. Потрясающая модель. Seagal сделал просто вот такую пушечку. Они универсальные, они вечерние такие, да, они роскошные, но при этом, в принципе, эти часы можно носить, как мне кажется, на каждый день, если у вас соответствующая одежда. Ну, девушки, обязательно напишите в комментариях, как вам эти часы. А мужчины, дарили ли вы своим подругам вот такую красотулечку или еще не успели? Очень круто. Мне кажется, просто бомбическая новинка. Seagal делает то, что раньше за ним не наблюдалось. По крайней мере, я раньше не видел, чтобы у них были вот такие изящные, эстетичные и очень сдержанные, лаконичные женские часы, но с красивыми украшениями, которые, знаете, вот, ну не без перебора. То есть это просто красиво, это просто шикарно. Супер, круто. Ну и завершить обзор хочется таким ультрасовременным карбоном. И вы посмотрите, какой здесь, как тут... Ой. Запекли-то как, а? Какой Ocean Star. Невероятный. С циферблатом, который в люминофоре полностью покрыт. На контрасте такой светло-зеленый, салатовый с черным. Безель бомбический, четкий, уверенный, мощный. Seagal, конечно, просто, я не знаю, семимильными шагами идет, давит швейцарцев и японцев, потому что это просто бомбическая модель. ST2130 здесь механизм, 39 часов запас хода, апертура даты, увеличительное стекло на 3 часа, корпус из карбона, безель из карбона, 44 мм по корпусу, высота 12,5, сапфир, 300 метров водозащита и потрясающий стиль. А еще смотрите, какой красивый ремешок, прям подобрали. Классно, матовый, с зеленой прострочкой, не привлекает на себя особого внимания. Все внимание идет на этот шикарный, роскошный циферблат. И это, конечно, невероятно. Очень легкие часы, очень стильные, очень спортивные. В принципе, это casual спорт. Мне нравится. Классная модель, классная новинка. Выглядит абсолютно супер современно. И отличается от общего восприятия Ocean Star. Если все Ocean Star в основном такие в классику больше идут, то вот это прям в спорт и в современность. И мне нравятся вот эти нотки такого светло-зеленого салатового цвета в этом карбоновом корпусе и по безелю, и по корпусу. И знаете, как мне кажется, вот из спортивных моделей 2025 года вот это, наверное, топ-модель от Seagal. Напишите, что из этих моделей у вас уже есть, что прям очень сильно понравилось. На этом у меня все. Всем пока. С вами был, конечно же, Дэн. Увидимся.